Всех приветствую, и сегодня у нас видео с осенним декором. Хэллоуин не очень популярный праздник в нашей стране, но несмотря на это я его очень люблю. И сегодня будем делать милую и совершенно незлобную ведьмочку из воздушного пластилина. Для основы я взяла маленькую бутылочку от краски для волос и утяжелила ее маленькими камешками, чтобы фигурка была устойчивой. Из таких же бутылочек я делала милых рождественских ангелочков. Ссылку на это видео оставлю в описании, так что если вы его не видели, то обязательно посмотрите. Оклеиваю всю поверхность бутылочки малярным скотчем, или можно взять, например, обычные салфетки и клеить их на клей ПВА. В этот раз я сделаю фигурку полностью из воздушного пластилина. Это, как вы могли заметить, моя любимая масса для лепки. Мой пластилин уже немного подсохший, и поэтому разбавляю его клеем ПВА, чтобы легче было распределить его по всей поверхности. Кстати, у ангелочков я так и оставила просто оклеенную основу, так что ее оформление может быть любым, вариантов очень много. Голову делаю из того же цвета, так как потом буду его красить, поэтому использую цвет, который обычно реже всего использую. Креплю ее на зубочистку, а верхушку срезаю, чтобы она была плоской. Приклеиваю руки и разбавленным до жидкого состояния пластилином замазываю все трещинки и стыки. После полного высыхания руки и голову крашу акриловой краской телесного оттенка. Мне очень нравится такой глянцевый эффект. Основу я закрашиваю нейтральным серым цветом, только для того, чтобы приглушить цвет. Поэтому я окрашиваю разбавленной акриловой краской прямо поверх песка. Она дополнительно склеивает песчинки, и они точно не будут осыпаться. Волосы у ведьмочки будут рыжие. Как видите, цвета хорошо смешиваются между собой, и можно легко добиться нужного оттенка. Пластилин хорошо склеивается между собой. Но из-за того, что я его окрашивала, поверхность стала глянцевой. Придаю нужную форму волосам, прорисовывая пряди зубочисткой. Макушку я специально сделала плоской и не заполняла ее волосами, чтобы более плотно приклеить шляпу. И мне пришлось немного смазать клеем ПВА. Для нее я смешала черный и сиреневый пластилин.
Раскатываю сначала круглый блинчик и сверху приклеиваю конус. Кстати, его тоже можно укрепить зубочисткой или проволокой, особенно если планируете сделать шляпу более длинной. Я кончик немного закручиваю и загинаю на бок. Ленточку для шляпы и воротник делаю сиреневыми. Вы можете выбирать более яркие контрастные цвета, но я в своей работе решила сделать акцент именно на оранжевом цвете. Для волос я смешивала оранжевый пластилин с красным, а для тыквочек смешала с желтым, для того чтобы они сильнее отличались по оттенку от волос. Также добавляю маленькие ягодки, для них я неравномерно смешала красный и зеленый. Хвостики для тыквы делаю из тонкой флористической проволоки, которую взяла от готовых тычинок. И для надежного крепления промазываю ее ПВА. А глазки рисую перманентным маркером. Чем завершить образ ведьмочки, долго думать не пришлось. В наборе пластилина всегда есть вот такие пластиковые стейки. Я их использую довольно-таки редко, потому что у них есть неровные спайки. И намного удобнее работать просто зубочисткой. И если его просто покрасить, из-за этих неровных спаек все равно будет сильно бросаться в глаза, что это просто пластик. Поэтому перед покраской я обматываю его пряжей, пропитанной ПВА. И уже после этого окрашиваю в темно-коричневый цвет. Очень важно сначала хорошо просушить детали, прежде чем склеивать их термоклеем, так как влажные поверхности он не склеивает. Из желтого пластилина делаю прутики метле и тоже продавливаю их зубочисткой. Поперек прутиков делаю веревочки немного другого оттенка. Решила еще добавить 3 тыковки. Их к основе приклеиваю на ПВА. С помощью молда сделала маленький листик и после его высыхания обрезаю до нужной формы. И
И после того, как фигурка полностью высохла, можно покрыть ее глянцевым лаком. Очень важно дождаться полного высыхания, иначе лак со временем может отслоиться. Я покрыла все элементы, кроме основы, ее я решила оставить матовой. Спасибо за просмотр, и если вам понравилось это видео, то поддержите его, пожалуйста, лайком. А совсем скоро вас ждут видео с осенним декором, так что подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы точно ничего не пропустить.